Здравия. Сегодня такой хороший день. А давайте поговорим о околобанковских и прочих мудаках. Соскочить решил, Винни? Лучше не здесь. Здесь невысоко. Только ноги переломаешь. Ну да, ясно. Спасибо, Ральф, буду иметь в виду. Многоэтажка. Вот что тебе надо. Или прыгни под поезд. Увидимся, сынок. И чем дольше живу, тем больше подтверждений, что все не думают только о своем кармане и плюют с высокой колокольни на людей. Слава богам, что крипта, она же частные деньги, их всех похоронит в конечном итоге. Очень надеюсь, что скоро. Ну или отрубать интернет и электричество. Будем на коняшках ездить и гадить в яму. Хотя для 25% нашего населения условия гигиены не изменятся по сути. Чего не знали, что многих не только газ не проведен, но и удобство на улице до сих пор. Зато у главы «Газпрома» зарплата, позволяющая раз в неделю покупать квартиру и машину. Начнем издалека. У нас тут недавно появилась копия какой-то социальной сети. Ну или помойка под названием ВКонтакте. Следом, а может и изначально, подмятая под ФСБ. И были очень забавные ролики и репортажи по ящику, когда погоны вваливались в хату и укладывали лоха носом в пол, тыкая корочкой в рожу. Ведь тот был грешен и сделал репост картинки у себя на стене. Оккупационный режим, конечно, забавные высеры генерирует. В попытках сдержать общественность в ее мнениях. Непонятно только, зачем им это надо. Постоянно общаюсь с нашими замечательными млекопитающими, находящимися в состоянии общего психоза, не понимающими, как все устроено и что происходит. С соображающих единиц можно вообще не напрягаться. Видимо, кто-то разводит на бабки начальства и показывает свою нужность и полезность. Ведь вертикаль власти держится исключительно на коррупции на всех уровнях. А при СССР грабили только верха, а низы ждала тюрьма или расстрел за разворовывание народной собственности или казны. Было объективно лучше. Никакого ежегодного бордюринга на одной и той же улице в Москве. А если падал мост или дорога разваливалась через пару лет, то все инженеры, архитекторы и прочие исполнители попадали под следствие. Так вот, теперь есть следующая подконтрольная ФСБ тема а-ля Telegram с миллиардом пользователей онлайн ежедневно. Ну, если в это все верить. Серверами управляет как раз дядя с курочкой из 3 букв. А клоун для масс, очевидно богоизбранной анальности, и так же, как и другие такие же популярные блогеры, типа Маска и Трампа, вообще не следят за базаром и живут с полным отсутствием совести. Разыгрывают спектакли, что они радеют за свободы, и типа их сервера не могут заблокировать сидящие на рубильниках. Сплошная операция для тупых. Правительство пытается меня заткнуть, но сила моя слишком велика. Их системам и запретам не сломить мой дух. Но требуется отдать должное. Коммерческая жилка у этой бригады присутствует. Произошел запуск собственного блокчейна и кучи приложений. Некоторые поначалу раздали нормально денег, и это возымело эффект. Теперь они рубят бабло со своей крипты и транзакций в блокчейне. Ой, полное говно. Ибо стоит перегружено постоянно. И уже падал и зависал при крупных листингах. И вот мы имеем платформу, в которой понятны правила игры. Делаете рекламу, раздаете токен потом и попутно пытаетесь затащить к себе пользователей. Само собой, мне требуются все деньги мира, и во много играю с самого начала в надежде на халяву. Естественно, все нищие якобы страны, типа Индии, Нигерии, Великой Ротенберги и так далее, пытаются хоть как-то поднять крошки со стола барина из США. Небольшое количество халявы уже получил и приумножил за это время. Продолжаю играть. И вот у нас есть очередное приложение под названием Colo с понятной схемой сервиса криптокарт. Каждый цикл криптороста появляются подобные деятели, предлагающие такие карты и потом затухающие в попытках заработать на комиссиях за транзакции и обменном курсе. И ребята, которые на подобном сидят, одни из самых богатых людей в мире. Но исключая сверхбогатых типа Маска, который тупо получает дотации из бюджета.
Брить стадо на то, от чего нет толка, типа космоса, это прям огонь. Постоянно блуждает мысль, зачем это все нужно, когда бомжи на улицах и люди живут в коммуналках или неподъемных ипотечных кредитах. И назовите мне хоть одну разработку, которая там была сделана и помогла людям. Чего? Тяжело что-то вспомнить? Мне тоже. Но зато постоянный баян о космосе и слив бабла всяким лохотронщикам и дармоедам. Нужно же оправдываться, почему население в нищете. Типа важная тема, которая нас всех спасет. Но от чего? У нас и тут огромное количество незаселенной земли. И запасы воды хватит на десятки миллиардов. Опять отвлекся. Короче, вот у нас некий Алекс, якобы начавший в 15 лет майнить биткоин. И он не смог остановиться, ибо денег уже валом, и теперь продвигает свою карту, которая, как и многие ранее, способна оплачивать услуги криптой в пятом мире. Но тут забавное. Он за все хорошее и за свободу, ибо это основная тема, но мол, зачем крипта всем нужна? Но спустя год тапания его приложения, а это утром и вечером как на работу, ибо там много всего, отнимающего кучу времени. И вдруг они заблокировали всех, кого не одобряет телевизор. Поскольку, мол, редкий живой человек в этом мире, то имею привычку писать всем. Спросил, мол, вы же собирались свой токен раздать. И судя по ящику, скоро Путин снова станет рукопожатным. И SWIFT заработает, который несет хоть и крошечные, но убытки. И, мол, найдите другое решение вместо полного бана приложения и всего накопленного опыта или их потенциальной монеты. Но вместо того, чтобы быть нежными и понимающими и подтвердить свои намерения, они тупо банят все регионы согласно списка. Вот это молодцы, понимаю. Мою переписку еще с человеком общались. Показал по ходу ролика. Он разрешил. В них видно, что у этой бригады нет совести и нет заботы о пользователях. Очередные заднеприводные собрались сделать бизнес на транзакциях, плевав на все и всех. И это еще не все. Смотрите, сколько скамеров уже дали заднюю. И тут далеко не все. Пару, может, что-то еще дадут. Но и многие другие также попадут в список. Вспоминайте Дурова каждый раз. Ведь кроме того, что это ФСБшная помойка с кучей бесконтрольного кидалова и отсутствием службы поддержки как таковой, так еще и куча каналов с детской порнографией. Под каждым крупным роликом на Ютубе идет реклама со ссылкой в Телеграм. И правильно, что Дурова закатали во Франции. Давно требуется гораздо более жестко карать. Берега же должны быть. Всем добра, здоровья, процветания и денег.